Как мы все с вами знаем, Honda CBR 600RR ушла с европейского рынка в 2018 году. Японцы не смогли впихнуть свой высокооборотистый двигатель в новые нормы Евро-5, как и все в принципе остальные конкуренты. И в итоге компания на смену ей выпустила типа спортбайк для города Honda CBR 650R. Однако в отличие от главного конкурента Yamaha R6, который перестал выпускаться вообще, CBR 600RR не только продается на рынках Северной Америки, Австралии и Японии, но и совсем недавно получила интересное обновление. Так давайте же узнаем подробнее, что изменилось у популярного спортбайка в сравнении с предшественником. Первое, что сразу же бросается в глаза, это новая внешность шестисотки. Как по мне, это самый красивый кузов за всю историю модели. Так же, как и CBR 1000RR Fireblade, новый спортбайк наполнен аэродинамической технологией, используемой в гоночной модели MotoGP RC213V, которая достигла вершины своей гоночной формы. Рама, которая также впитала гоночную технологию, имеет двухтрубную конструкцию из полого-литого алюминия. Эта конструкция обеспечивает превосходную управляемость и ветроустойчивость. А с новым нынче популярным дополнением в виде крылышек, CBR 600RR получила дополнительную прижимную силу. Оптимальная форма, расположение и угол установки винглетов повысили управляемость мотоцикла на треке. При заходе в поворот прижимная сила, создаваемая винглетом, поддерживает нагрузку на переднее колесо в тот момент, когда райдер наклоняет мотоцикл, отпуская при этом передний тормоз. Это обеспечивает стабильность новой CBR 600RR, а следовательно и более высокую скорость прохождения поворотов. Также внешний образ дополняет и новая светодиодная оптика, которую серьезно заузили. А передние поворотники получили новое место для крепления, теперь они находятся на уровне клипонов. Спортбайк также получил и современную цветную TFT приборную панель. Помимо обновленного внешнего вида, модель получила небольшие доработки по двигателю. Инженеры Honda использовали другие материалы для производства распредвалов, пружин клапанов и коленвала, улучшили эффективность впуска и выпуска, увеличив диаметр дроссельного отверстия и оптимизировав размеры и диаметр различных компонентов выхлопной системы. В итоге 599-кубовая четверка выдает 121 лошадиную силу максимальной мощности при 14 тысячах оборотов в минуту и 64 ньютон-метра крутящего момента при 11,5 тысячах. При снаряженной массе в 194 кг от 0 до сотни спортбайк разгоняется за 3,2 секунды, а заявленная максимальная скорость 260 км в час. Подвеска новой Honda CBR 600RR получила обновленную 41-мм перевернутую, полностью регулируемую переднюю вилку шова и облегченный задний маятник с также полностью регулируемым моноамортизатором. За торможение отвечают два 310-мм диска с 4-поршневыми радиальными суппортами спереди и один 220-мм диск сзади. Однако самым значимым стало новое электронное оснащение мотоцикла.
Это электронный дроссель, который сглаживает и улучшает реакцию дроссельной заслонки, особенно при критическом начальном открытии. Систему режимов езды, которая предлагает переключаемые 5 режимов мощности и 3 режима торможения двигателем на выбор в соответствии со стилем езды. 9-уровневый трекшн-контроль, который можно отключить. Wheelie-контроль. В качестве опции стал доступен Quick Shifter вниз и вверх. Плюс ко всему, Honda CBR 600RR оснащается электронным демпфером рулевого управления, обладающим оптимальной силой демпфирования, так как он постоянно контролируется электронным блоком управления, который определяет скорость мотоцикла и пропорционально регулирует демпфирование, что помогает поддерживать маневренность на низкой скорости и обеспечивает отличную предсказуемую управляемость на высокой скорости. В общем, последнее поколение CBR 600RR получилось просто отлично. Жаль только, что у нас он не продается. Но при желании его, конечно, можно привезти из Японии, благо пока спортбайк не собирается снимать с производства.